Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я покажу вам, как заменить дисплейный модуль на смартфоне Honor 50. Выключаем смартфон. Греем заднюю крышку на сепараторе примерно в течение 5 минут при 80 градусах по Цельсию. После этого нужно подеть крышку, вставить в зазор пластиковую карточку и провести этой карточкой по периметру под крышкой. Так как телефон нагрелся на сепараторе, я использую перчатку. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Очень качественная проклейка. Клей нанесен не только по периметру, но и возле камер. Будьте аккуратны, не прикладывайте силу, иначе повредите крышку. Вот что мешало снять крышку: двусторонний скотч рядом с камерой. Далее нам нужно выкрутить все винты. Я немного ускорил этот процесс на монтаже. По привычке раскидываю винты в том же порядке, хотя в этой модели не обязательно так делать, потому что эти винты одинаковые. Снимаем защитный кожух. Отключаем аккумулятор. В этой модели у аккумулятора 2 шлейфа. Затем отключаем межплатный шлейф и шлейф дисплея. Затем снимаем бузер. Отключаем коннектор межплатного шлейфа от нижней платы. Отсоединяем 2 коаксиальных кабеля. Очищаем крышку от старого скотча. Некоторые мастера оставляют старый скотч, якобы он улучшает пыль и влагозащиту. Но по факту после вскрытия про защиту от влаги можно забыть, а старый скотч только создает неровности. Где-то оторвался кусок, где-то скотч остался. Там, где оторвался кусок, будет попадать пыль. Поэтому я предпочитаю защищать корпус и крышку от заводского клея и скотча. Снимаем аккумулятор. Отклеиваем межплатный шлейф. Извлекаем сим-лоток. Снимаем нижнюю плату. Выкручиваем 2 винта, удерживающих материнскую плату. Извлекаем материнскую плату. Снимаем спикер, предварительно прогрев на сепараторе или паяльным феном. Вибромотор тоже прогреваем феном и снимаем. Также нам нужно снять датчик приближения. Датчик тоже нужно слегка прогреть. Снимаем подэкранный сканер отпечатков пальцев. А вот новый дисплейный модуль, оригинальный в рамке. На Samsung с подэкранными сканерами отпечатков есть такая проблема. Если включить телефон без сканера, то после этого сканер перестает работать. Требуется калибровка или сброс до заводских настроек. Не знаю, есть ли такая проблема на Honor, но на всякий случай заранее переставлю все компоненты. Устанавливаем вибромотор. Очень важно правильно установить датчик приближения, иначе материнская плата не встанет в пазы, а поймете вы это, когда будете заклеивать крышку. Вставляем нижнюю плату. Подключаем подэкранный сканер. Подключаем коаксиальный кабель. Вставляем материнскую плату в корпус.
Закручиваем винты, удерживающие материнскую плату. Именно эти два винта отличаются от всех остальных. Винты, которые удерживают материнскую плату серебристого цвета, все остальные черного. Подключаем второй коаксиальный кабель. Подключаем фронтальную камеру. Подключаем межплатный шлейф. Вставляем бузер. Пока фиксируем бузер на два винта, для проверки этого достаточно. Теперь подключаем аккумулятор, но не приклеиваем его. Включаем смартфон, чтобы проверить работоспособность и качество нового дисплейного модуля. Вводим пароль. Проверяем максимальную яркость. Проверяем тачскрин на предмет мертвых зон. Затем на белом фоне ищем пятна и битые пиксели. Все отлично работает. Можно собирать. Выключаем смартфон. Отключаем аккумулятор. Снимаем пленки. Вставляем аккумулятор обратно. Подключаем шлейфы аккумулятора к материнской плате. Не забываем пластиковую рамку от вспомогательных камер. Устанавливаем пластиковый кожух над материнской платой. Закручиваем все винты обратно. Наносим клей по периметру на корпус смартфона. Будьте внимательны, не испачкайте клеем камеры. Приклеиваем крышку. Центруем крышку, чтобы не было зазоров. Затем фиксируем крышку канцелярскими резинками. Не затягивайте резинками кнопку включения и кнопки громкости. Смартфон может включиться и зайти в режим фастбут или рекавери. В этом нет ничего страшного, просто смартфон может разрядиться к тому моменту, когда вернется клиент. Примерно через час резинки можно снять и пользоваться смартфоном. Клиент попросил наклеить гидрогелевую пленку. Ненавижу клеить пленки на смартфоны с изогнутым дисплеем. На чудесном плоттере Forward Zero Plus выбираем бренд, затем выбираем модель. После этого выбираем шаблон. Вставляем лист в плоттер. И жмем кнопку «Вырезать». Если есть желающие, могу сделать обзор на данный плоттер. Напишите в комментариях. Если будет хотя бы 5 комментариев, то я выпущу обзор. Нужно тщательно протереть дисплейный модуль, смахнуть каждую пылинку. Второй попытки у нас не будет, придется вырезать новую пленку. В этом плане клеить защитные стекла проще. Теперь нужно снять подложку пленки. Из отверстия под камеру нужно удалить кусочек пленки. Теперь прикладываем пленку к экрану смартфона и центруем относительно отверстия камеры и краев смартфона. У каждого производителя пленок свои нюансы. Тема нюансов заслуживает отдельного ролика. Нам нужно убедиться, что пленка приклеена ровно по центру, пока у нас есть возможность отклеить пленку и все исправить. Устанавливаем шпатель чуть выше линии надреза на нижнем слое. Приподнимаем нижнюю часть пленки. Удаляем пылинки, потом такой возможности не будет.
Пленку нужно наклонить, чтобы нижний слой начал отклеиваться. Затем нужно провести шпателем к низу смартфона. Сразу разглаживаем все пузыри. Ту же процедуру проделываем и со второй половинкой пленки. В самом конце нужно разгладить все пузыри и снять верхний слой пленки. Это все, что я хотел рассказать вам в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. Спасибо за внимание, всем удачных ремонтов, до встречи в новых видео.